Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Меня зовут Саша Карельский, и сегодня я отмечаю Наурыз. Наш канал любят и смотрят диар со всего мира, поэтому уверен, что тема национального праздника Наурыз будет вам интересна. В древности в Казахстане была своя традиция – отмечать Новый год. Это время называлось временем взросления листьев. Весна теснила зиму и полноценно вступала в свои права – 21 марта. Именно в этот особенный день отмечали светлый праздник – Наурыз. Знаменующий собой не только весеннее равноденствие, но и обновление природы. Издревле Наурыз в Казахстане символизирует плодородие, дружбу и любовь. В этот день люди одеваются нарядно, ходят в гости к родным и близким и не смолкают добрые пожелания. Праздник считается вестником новой жизни, а на персидском языке слово «навруз» и вовсе означает не что иное, как «новый день». Сегодня восточный мир будет отмечать Наурыз, традиция празднования которого насчитывает более 5000 лет. Согласно древним традициям, наступление весны – народный праздник Амал. Издревле считается именно казахским, а не общеязыческим и даже не персидским Наврузом. Известно, что скот для древнего кочевника был важнейшей составляющей его жизни. При встрече казахи приветствовали друг друга вопросом «Здоров ли твой скот?», и только потом уже интересовались здоровьем домочадцев. На западе Казахстана праздник предпочитают встречать на самой высокой точке – Мангистауской области, горе Отпан, которая возвышается на высоте 532 метра над уровнем моря. Здесь из года в год, за неделю до начала празднования Наурыза, традиционно зажигают огонь единства, а расположенный тут же историко-культурный храмовый комплекс Отпан-Тао, его видно издалека. Белоснежный комплекс с позолоченными куполами включает несколько объектов, самый знаменитый из которых – мемориал Адай-Ата. Недалеко древо желаний и скульптурное изображение волка как символа свободы духа, издревле почитаемого древними кочевниками. Наурыз – праздник, который начали отмечать задолго до появления ислама. Он достался восточным народам в память о языческих верованиях, когда в почете у предков были природные культы. Непременным в Наурыз считается наличие на каждом праздничном столе традиционного блюда – Наурыз-коже. Казахи считают, что в праздник Наурыз нужно досыта наесться этим блюдом, и тогда год пройдет в достатке. Наурыз-коже – это сытный, наваристый суп, который готовят из 7 ингредиентов: мяса, воды, муки, масла, пшена, можно заменить рисом или кукурузой, соли и молока. Каждый компонент блюда символизирует одно из 7 жизненных начал – рост, удачу, счастье, богатство, здоровье, мудрость и покровительство небес. Наурыз вообще полон символов. Именно поэтому особое значение в праздновании Наурыза имеет число 7. 7 ингредиентов в Наурыз-коже, которые потом разливают в 7 чаш и ставят перед 7 мудрыми старцами-аксакалами. 7 гостей в свой дом должен пригласить каждый, а также обязательно самому побывать в 7 домах. Пьют в праздник Наурыз кумыс. Традиционно в этот день поздравляют словами «коктем туды». В Наурыз также проходят импровизационные состязания поэтов-острословов. Праздник не обходится без национальных соревнований, среди которых народная борьба казакша-курес, игра тогыз-кумалак, логическая настольная игра, и, конечно же, конная игра кыс-ку и байга, скачки по пересеченной местности на дистанции 5-15 километров.
Другая старинная традиция празднования Наурыза, чтимая и по сей день, называется «золотые качели», когда девушки и парни собираются вместе, чтобы пообщаться и покататься на качелях, увитых праздничными лентами и украшенных весенними цветами. К слову, Наурыз является не только государственным праздником Казахстана, празднуемым на протяжении 3 дней с 21 по 23 марта, но и признан Организацией Объединенных Наций в качестве международного праздника. Добавим, что Наурыз и по сей день отмечают во всех государствах Центральной Азии, а также в Грузии, Индии, Иране, Китае, Турции и многих других странах по всему миру. 14 марта президент Казахстана поздравил всех с Днем приветствий, то есть со своеобразным началом весны. Далее 15 марта отмечали День природы, 16 марта – День памяти предков и получения благословения. Днем истории ознаменовалось 17 марта. 18 марта станет Днем добрых дел. 19 марта – Днем спорта и мастерства. На самый пик празднования 20 марта придется День мудрости и знаний, а 21 марта – День национальной кухни. На 22 марта – Великий день народа и, наконец, 23 марта завершится как День почтения. Если вы хотите более подробно узнать о том, как казахстанцы отмечают этот праздник в условиях современных реалиев, напишите нам в комментариях. У нас есть свой связной, благодаря которому мы в курсе всех культурных событий в Казахстане. Ну а раз сегодня 21 марта, День национальной кухни, пойду готовить баурсаки. Алга. Всем привет! Вы смотрите канал Эхо Петербурга. Это Александр Карельский, самый счастливый человек в мире. Я думаю, вы догадались, почему. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.